Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что вынесет на ближайшее заседание правительства проект резолюции об официальном признании геноцида армян, совершенного в Османской империи в конце XIX – начале XX века. После рассмотрения в правительстве документ будет направлен в Кнессет. Признание геноцида – это моральный и исторический долг. Израиль должен осуждать любое отрицание, преуменьшение или искажение исторической правды, написал Саар в соцсети X. В проекте резолюции подчеркивается, что Израиль, исходя из своего морального и исторического обязательства, признает массовые убийства и преследования армянского народа, в результате которых, по данным ряда историков, в 1915 году были убиты более 1,5 миллиона человек. Как сообщает Times of Israel, резолюция будет представлена в воскресенье. Издание отмечает, что на протяжении десятилетий Израиль избегал официального признания геноцида по политическим причинам, прежде всего из-за отношений с Турцией. Однако на фоне их ухудшения в последние годы в Израиле начали предприниматься шаги к пересмотру этой позиции. На сегодняшний день геноцид армян признан более чем в 34 государствах, а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей. Первым государством, официально признавшим геноцид армян, стал Уругвай в 1965 году. Отметим, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично заявлял о признании им геноцида армян. Во время интервью с одним из самых известных американских подкастеров Патриком Бет-Дэвидом, уроженцем армянской семьи, Нетаньяху заявил: «Я думаю, мы это сделали. Думаю, Кнессет принял соответствующую резолюцию». При этом на момент высказывания израильский парламент формально не принимал закона или резолюции о признании геноцида армян. На вопрос, почему ни один из премьер-министров Израиля ранее официально не признавал геноцид армян в Османской империи, Нетаньяху ответил: «Я только что признал, вот, пожалуйста». Позднее Нетаньяху вновь подтвердил свою позицию, заявив, что лично считает массовые убийства армян в 1915-1917 годах геноцидом. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Израилем и Турцией, которая отрицает ответственность Османской империи за массовые убийства армянского населения. Кроме того, еще ранее тогдашний министр разведки Израиля Исраэль Кац заявлял, что не видит ни моральных, ни исторических причин для отказа Израиля от признания геноцида армян. По его словам, израильское правительство должно поддержать законопроект о признании геноцида и осуждении массового убийства около 1,5 миллиона армян в Османской империи в начале XX века. Исраэль Кац также подверг критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнув, что он последний человек, который может читать лекции о морали и истории. Отметим, что подобные заявления он делал еще в 2018 году. Следует отметить, что многие армянские политологи считают, что Израиль и Турция находятся на пороге серьезного регионального противостояния. В этом контексте Иерусалим, по их мнению, заинтересован в том, чтобы политически и дипломатически сблизиться с Ереваном и в целом с армянским фактором. В качестве примера приводятся недавние заявления министра по делам диаспоры Израиля Амихая Шикли, который отметил, что Турция Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирия под руководством Ахмеда Аш-Шараа сегодня вызывают у Израиля большую обеспокоенность, чем Иран. Эпоха так называемой шиитской империи Ирана завершилась. Формируется новая ось «братья-мусульмане», в которую входят Турция, Сирия и Катар. Примечательно, что подобную оценку высказывает не только Шикли. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также неоднократно заявлял, что главной угрозой для Израиля в долгосрочной перспективе становится не Иран, а Турция, и что потенциальное военное столкновение между Израилем и Турцией уже не выглядит невозможным. Если вы помните, об этом я говорил еще в прошлом году и продолжаю говорить сейчас.
Израиль по ряду признаков начал планомерную стратегическую подготовку к возможному противостоянию с Турцией. Речь идет не только о немедленном военном сценарии, но и о долгосрочном переосмыслении угроз. В израильском истеблишменте все чаще рассматривают Турцию Эрдогана не просто как сложного соседа, а как крупного регионального противника, потенциально более опасного, чем Иран. В этой логике задействование дипломатического фактора Армении и армянской диаспоры выглядит вполне рациональным шагом. Турция является историческим противником армянского народа, тогда как армянская диаспора обладает серьезными политическими и общественными позициями в США, Франции и на Ближнем Востоке. Для тех, кто не знает, в Соединенных Штатах существует весьма влиятельное армянское лобби. Да, по масштабу влияния оно может уступать израильскому, однако в ряде вопросов, где у еврейского лобби возникают ограничения из-за конфликта интересов, армянская диаспора зачастую обладает большей свободой маневра. Именно поэтому поддержка армянской диаспоры может рассматриваться Израилем как дополнительный политический ресурс в Вашингтоне, особенно в тех вопросах, где прямое давление на Турцию для Израиля затруднено, тогда как использование армянской темы оказывается более эффективным инструментом. В целом, логика этих процессов достаточно прозрачна. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Израиль, по его мнению, не терпит даже малейшей возможности установления мира в регионе. Выступая на заседании правящей партии, Эрдоган отметил, что Израиль, особенно в последние 10 дней, делает все возможное для срыва любых договоренностей. «Если в нашем регионе когда-либо установится мир, то это произойдет вопреки воле Израиля», заявил он, добавив, что Анкара продолжит поддерживать усилия по стабилизации и урегулированию регионального кризиса. На этом фоне внимание привлекли и заявления, прозвучавшие в США. В ответ на вопрос журналистов о возможной передаче Турции истребителей F-35, президент США Дональд Трамп заявил: «Да, думаю, что да, это союзник по НАТО. Вероятно, я сделаю что-то, что его очень обрадует». Подобные заявления вызвали резкую реакцию в израильском экспертном и медийном пространстве. Американский консервативный публицист и радиоведущий Марк Левин открыто выразил возмущение самой возможностью того, что Вашингтон может одобрить продажу Турции истребителей F-35. Отметим также, что в Израиле заметно снизился уровень доверия к Трампу после соглашений между США и Ираном. Теперь же, по мнению ряда израильских аналитиков, его рейтинг может упасть еще сильнее на фоне сообщений о потенциальной продаже Турции современных истребителей пятого поколения. В Израиле подобный шаг воспринимается крайне болезненно и вызывает серьезное недовольство, поскольку Турция все чаще рассматривается не как партнер, а как потенциальный стратегический противник. Таким образом, возможный крупный конфликт между Турцией и Израилем постепенно начинает обретать более четкие очертания. В этом контексте рассмотрение вопроса признания геноцида армян на уровне Кнессета уже не выглядит случайным или изолированным политическим шагом. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мировой политики и Ближнего Востока.